Здравствуйте, друзья! Вот сегодня хочу протестировать 3 ножа. А именно, хочу заточить их вот на алмазном диске, вот на таком. Зерно тут 100 на 80. Но тут маркировки не видно, тут уже заточили. Ну, мне сказали 100 на 80, это в общем. А ножи у меня вот такие. Вот обычный китайский ножик. Сталь 30Х13, ну такая. Она еле держит заточку. 2 раза порезал и тут же затупилась. Вот такой вот у меня есть ножик. Вот. Это вот аналог нашей стали 65Х13. В общем, по-моему, это Япония, если не ошибаюсь. И вот такой вот у меня простой ножичек. Это вот 95Х18. Но он подзаржавел, потому что не шлифованный. Если зашлифовать, то она сразу оксидной пленкой покрывается, сталь. То есть с кислородом реагирует и покрывается оксидной пленкой, не ржавеет. А если нержавейку не полировать, а он не полированный, то она будет ржаветь. А если полирнуть, то ржаветь не будет. И вот начнем мы с самого простенького. Это вот с этой стали 30Х13 на алмазном диске. 180 зерно. То есть это среднее зерно. И начинаем. Наждак 3000 оборотов. Ну, то есть будем мочить все. А потом это все дело мы под пасту Гоя и протестируем чаем. Макаем. И начинаем. Ножик тупой, абсолютно вот по пальцу. То есть вот веду, делаю угол, то есть вот, ну, градусов 20, наверное, 15 получается на каждую сторону. Общее получается градусов 30, может быть 40. Ну, стараюсь как бы подводик сделать. Подводик это вот, вот он, видите? Вот это вот спуск, а вот это вот подвод. Вот что я сейчас заточил. И смотрю, сейчас как заусенчик появится, то есть ноготь будет цеплять, ноготь будет цеплять. Пока не цепляет так, начну переходить на другую сторону. И начинаем. Мотаем. Сразу макаем, чтобы алмаз не сжечь. Потому что если сильно тупой нож, да еще с зазубринами, и начать на алмазе делать спуски, то это сожгете камень. Это лучше делать на... Алмаз вообще это вот доводка уже. Как остается немножко, или там чуть-чуть заточить, или там резец, или что-нибудь. Черновые работы надо проводить, конечно, это на камне. Потому что алмаз боится перегрева. Ну вот, смотрите. Видите? То есть все цепляется, заусенчик появился. Вот еще разок проведу сейчас по всей. Все, макаем. И переходим на другую сторону. Также угол выдерживаем градусов 15-20. Смотрим. Ну вот, вполне достойный результат. Можно по ногтю проверить. Ноготь начинает резать. То есть уже практически все. Вот еще на этой стороне. Пройдем. И вот все. Заточили. Один есть. Потом все их под пасту Гои сразу. Ну вот, начинаем сейчас второй. Первый заточили. Это 65Х13. Аналог вроде. Тоже ставим. Уголок. Градусов 15. И поехали. Диск маленький. Вот по наждаку. Буду немножко сюда смещать. Вот видите, подводик прошел. Макаем. Да можно вот положить. Вот так. На подручник.
Смотрим заусенец на второй стороне. Еще пока нету. Много взял. Ну вот. Скоро появится. Еще разок. Переходим на другую сторону. Вот еще надо. Маловато пока. Туповатый. Еще и на этой надо точить. Обязательно мочим. Вот смотрим. Точить, допустим, 1-2 раза провел, и обязательно посмотрел, что сделали. Не просто вот точить, а потом глянул и все испортил. То есть еще вот сейчас на этой стороне поделаем, на которой делали. Ножик туповатый. То есть ведем. Два разика сейчас проведем. И обязательно нужно глянуть. Это не от того, что там что-то сделал неправильно, а все равно визуально надо постоянно проверять. Вот, тут хватит уже. Смотрим. Ну вот, ножик уже острый. Еще разок сейчас. Все, хватит. Ножик готов. Острый уже. Ну, нож такой просто там, господи. Так, что-нибудь порезать. Кожу там, еще что-нибудь. Ну, все равно заточим. 95 Х18. Я его так, на скорую руку обточил. Ну, давайте. Мочим. И поехали. Также уголок. И по всей режущей кромке, то есть. Давайте поглядим. Ну вот, видите? Маленько кончик побольше цеплять надо. То есть такой же уголок, градусов 15. Вот. Ну вот, видите, зацепилась кромочка. Теперь вторую сторону. Заусенчик посмотрим, давайте. То есть вот, тут точили, вот здесь он должен быть. Ну такой маленький, еще разок надо. Все, переходим на вторую сторону. Заусенец тут ногтем сейчас зацепим.
Ну, уже есть. Давайте глядеть. Вот, по всей режущей кромочке. Так, еще немножко возьмем. И вот формируем подвод вот этот. Побольше сделаете, поострее будет работать. Обязательно вот это вот должна быть. От спуска вот эта вот часть еще называется, которая подвод. Она вот как раз и режет. Еще здесь. Ну вот он уже острый. Еще здесь разок. Пройдемся. Ну вот. Ножик заточился. Выключаем. И будем сейчас на пасте Гои. Все, меняем диски. Сейчас вот мы заточили на алмазном диске. А сейчас мы уберем заусенчики с режущей кромки. То есть с помощью вот войлочного круга и пасты Гои. Сейчас мы ее нанесем. И будем уже не вот так вот держать по ходу движения камня. Ну, вот, то есть не камня, а алмазного диска. А то есть войлочного круга вот так. Потому что иначе, если держать вот так, это как бы техника безопасности. Войлок, он мягкий же. Он ударит в режущую кромку, вылетит все. И кусок войлока, и нож может в вас полететь. То есть вот так. Камень вращается вот здесь, а мы полирнем вот так. Заусенцы убираем, чтобы режущая кромка была гладенькая и лучше резала. Она будет гладенькая и будет врезаться в материал. То есть гладко и как бы без задиров. Включаем. Буквально вот сейчас позеленеет немножко, вот видите. Сейчас вот проведу. Сильно давить не надо. То есть вот видите, все зелененьким покрылось. Берем и вот таким вот образом по режущей кромке вот проведем разок. Буквально одного раза, наверное, и хватит. Следующий ножик мы тоже нанесем. Ну, следующий уже разика 2. Забыл сказать, обязательно убирайте ее в пакет, потому что всякий абразив налетит, допустим, там частички металла, и все, и потом будете, когда полировать что-нибудь, или можете прям наделать полос. То есть убирайте ее сразу в пакет. Вот так же берем и проводим. Уголок выдерживаем такой же, как при заточке, и проводим. Вот. И по этой стороне. Смотрим. Ну вот. Провели. Довольно-таки остро получилось. Ну, давайте еще разочек. Хватит. Сильно тоже переусердствуйте, заполируйте, она вообще резать не будет. Это пока вот она там немножко заусенчики появятся, чтобы резала. Можно заполировать так, что резать вообще не будет. Так что много не надо. Все буквально позеленело. В мешок ее. И прячем. И 95 Х18. То есть 30 Х13, 65 Х13 и 95 Х18. Ставим уголок.
проводим. Так, одну сторону и вторую попадаем в угол нашего подвода. Все, хватит. Убираем наш станок. Немножко насорили. Ладно, это уберем. Это ничего страшного. Берем наш. Это у меня обезжириватель. Но это вообще white спирт тут налит. Вот немножко возьмем его. И просто вот так вот протрем эту пасту и уберем. Слегка вот так вот по режущей кромке. Не вот так вот елозим, чтобы абразивом ее затереть, а вот буквально вот ножик. Так, один есть. Теперь берем какую-нибудь чистенькую дальше часть. Мочим следующий ножик. То есть вот таким вот макаром. Где она убралась, убралась. Теперь вот здесь. Чтобы не затупить наш. А вот она не убралась. Въелась. Ладно. Уберем сейчас. Я бы вот так. Вроде убрали. И все, сейчас еще один. Теперь чистую часть тряпочки другую берем. Мочим. И все, и третий ножик обработаем. Вот. Я эту неудобно, я вот так вот. Все. Сейчас будем проводить тест наш на листочках. Ну, начнем вот с этого, как мы его заточили. Ну, вполне достойно. Можно еще полирнуть, чуть-чуть подрывает. Но я сильно полировать не стал. Не режет. Вот мне немножко нравится, когда немножко остается как бы таких вот бороздок. Он как пилочка. Сильнее бы сейчас могу сильнее полирнуть. Он будет вообще как бритвочка. Это я специально под себя так сделал. Давайте второй посмотрим. Ну, этот поострее. Чуть-чуть тоже подрывает. Сейчас мы сделаем немножко посильнее. В принципе, вот этот меня вполне устраивает. Ну, вот этот. Режущую кромку убрали. Листочек. Ну вот, смотрите, видите? Сильнее полирнул, все, он начал. Это в зависимости, сколько на пластигое. Ну, сейчас еще сильнее сделаю. Я просто вам показываю. Я под себя их точу. Я сейчас еще раза два проведу, и он вообще будет. Вырезай хоть узоры. Ну, вот смотрите, он уже острый. То же самое этот. Смотрите. Сейчас нанесем. Я вам просто показываю, что это... Это, в принципе, вот эта пастогой, это на два реза. Два раза хлеб отрезать, и бритвенная заточка это ушла. Давайте сделаем. Ничего здесь такого нету. Нанесем сейчас... Пасту уберем и сделаем этот ножик.
Ничего тут сверхъестественного нет. Просто у нас же с вами тест. Вот мы тест делаем. Так. Убираем ее родную. Ну вот. Видели? Сейчас порвал. Видели, что начинается? Еще немножко подрывает. Сейчас еще 2 раза проведу. Так. Листы-то уже кончились. Ну ладно. Смотрите. Видели? Ну, то есть острый уже еще полирнуть, еще будет сильнее резать. Так, эти 2 готовы у нас. Я тут уже все в бумаге в этой. Ну и вот посмотрите. Я просто показываю, что ну, можно немножко подольше подержать на войлоке и все. Ну и 3-й наш. Тоже рвет, видите? Сейчас сделаем, чтоб не рвал. Берем сейчас эту бумагу. Нанесем еще пастыгоя, подольше сейчас выдержим. И все будет в порядке. Начинаем. Вытираем. И уже листы, извините, закончились. Но еще есть вот. Видели? Вот в одном месте чуть-чуть рвет. Заусенчик еще есть. А так, в принципе, все нормально. Но это вот бритвенная заточка. 2 раза, говорю, хлеб отрежете, и все, ее не будет. Он также будет брить. Вот в одном месте чуть-чуть вот где-то подрывает. Ну вот, в принципе, закончили. Я, в принципе, объяснил, что такое полировка. Вот сейчас мы полировали. То есть у нас появились заусенцы, как я уже говорил, от алмазного диска. И нам вот здесь вот нужно их заполировать, то есть убрать. И чем глаже кромка становится, тем лучше она режет. И тем меньше задиров получается на листочке. Ну вот, как бы все хотел этим я сказать. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня или вечера. До свидания.